Приветствую вас на канале Гаражный Бездельник. Сегодня будем заниматься ошиповкой всесезонных шин. Привезли вот такой комплектик Nokian Rotiva AT. Будем ставить шипы, не ремонтные, а самые обычные. Шип вот такой вот, предназначен для установки именно для внедорожников и газели, легкогрузовой транспорт. Длина шипа у нас 11 мм, плюс твердосплавная пластинка. Делаем. Размечаем примерный рисунок расположения шипов. Потом посчитаем количество. Думали, гадали, считали, как расположить шипы, сколько их. Колесико 265 на 75 на 16. Вот при таком расположении прикинули примерно 180 шипов. Маловато для такого огромного колеса. Ну, может и не маловато. Если что, добавить есть куда. Попробуем пока так. Для начала под шипы нужно подготовить отверстие. Заводское сверло у нас вот такое вот. Трубочка, механизм для регулировки длины этой трубочки под разные шипы. Но что-то я измучился с этой трубочкой. Вопрос в том, что трубкой прорезается резина, сверло достаешь это, а внутренность остается на месте, не отрывается почему-то. Мучился и решил заменить его обычным сверлом. Может, я что-то неправильно делал. Может, сверло какое-то не очень. Но заменил я самым обыкновенным сверлом и был очень этому рад. То есть выставляю сверло в дрели на 11 мм. Ровно столько, сколько у нас длина самого шипа. 11 мм. Без учета твердосплавной пластинки. Сразу расскажу, что сверло в резине тупится довольно быстро. И мало того, что оно само тупится, еще оно стачивается именно по бокам. То есть, сделав таким образом 3-4 колеса, диаметр сверла прилично уменьшится. И отверстия будут конусообразные. То есть сверло станет конусообразным. И отверстия, соответственно, конусообразными станут. И тогда устанавливать шипы будет гораздо сложнее. Так что я для себя принял решение, что через каждое колесо сверло я перезатачиваю. То есть с боков у меня оно уменьшилось в диаметре. И после каждого колеса я его обточу, то есть укорочу. То есть боковинки перейдут уже на новое место. Сточенные боковинки, уменьшенные в диаметре боковинки уже сточатся при заточке. Удобнее всего это делать в балансировочном станке. Балансировочный станок полностью выключен. То есть датчики все обесточены, чтобы на них лишняя нагрузка не воздействовала. Насверлили отверстий под шипы. 180 отверстий. Теперь берем пневмопистолет. Пневмопистолет работает по такому принципу. Вот эти лапки открываются, раздвигая отверстие. И задавливаться пневматическим способом оттуда шип. То есть шип вставляется. И вот таким образом сначала лапки раздвигаются, и шип туда задавливается. Носик пистолета я макаю в мыльный раствор
чтобы по резине лучше скользило. Надавливать нужно от души. Вот таким образом. Все четко, заподлицо торчит только одна твердосплавная пластинка над поверхностью протектора. Тут лишнее отверстие просверлил не там. Страшного в этом ничего нет. Закончили первое колесико. На все про все ушло примерно минут 25. Просверлить и зашиповать. 180 шипов. После ошиповки будем балансировать. И вот такое состояние привалочной плоскости, ступичной плоскости, конечно, никуда не годится. Сильно загрязнена, ржавчина, прямо пластами. Это очень сильно влияет на точность балансировки. Почистим, обработаем медной смазкой. Вот такая вот медная высокотемпературная смазка. Обработаем ее, эту плоскость. Ну и, конечно, эта услуга не бесплатная. Закончена шиповка очередного колесика. Итак, мы закончили шиповать комплект всесезонной резины. На самом деле, вот эта именно марка Nokian Rativa не идеально подходит для такой ошиповки. Вот средние элементы протектора отлично подходят. Да? Здесь огромные пятаки, не поделены разрезами. А вот боковые, они, кстати, разной ширины почему-то. Все разной ширины. Есть узенькие, есть вон там он совсем узенькие, есть более-менее широкие. Здесь вот так же. И в некоторых местах расстояние до края вот этой шашечки довольно маленькое. Посмотрим, как она себя поведет. Я надеюсь, через зимний этот сезон, где-то, значит, месяцев через 5, заснять видеоотчет о том, как прожили эти шины зимний сезон. И сделаю ссылку в описании к этому видео. Можно посмотреть сейчас, может быть, эта ссылка уже есть. А теперь поговорим об очень важном аспекте. Вот этот вот у нас шип. Кстати, довольно качественные шипы. Производятся они в питерском заводе Теком. Опыт установки этих шипов у меня уже несколько лет. Наблюдал за подобными шинами. Правда, не такая марка, более крупные пятаки протектора были. Человек отъездил на Great Wall полноприводный, 2 сезона. Из комплекта за 2 сезона он потерял около десятка шипов.
Как ездил, сколько ездил, вот это не уточнял. Но все-таки за 2 сезона эксплуатации это хороший показатель для ручной, не заводской ошиповки, я считаю. Теперь смотрим. Диаметр у нас около 5,5 миллиметров вот этого тела. Сверлим отверстие мы предварительно 4,5 сантиметра, чтобы у нас шип там сидел в натяге, хорошо обжимался. А якорь так называемый, флянец нижний, 8 миллиметров. Резина находится в сильном напряжении в данный момент. Именно вокруг вот этого флянца 8-миллиметрового в сильном напряжении. Чтобы этот шип продолбил себе углубление под этот флянец, якорь так называемый, нужно какое-то время. И завод, производимый эти шипы, настоятельно рекомендует эти шины обкатать, грамотно обкатать, поставить их на машину до наступления снега. В идеале они рекомендуют примерно 300-500 километров проехать по асфальту, именно не по снегу, не по льду, чтобы не было в этот момент пробуксовок. За этот период, значит, в резине появится углубление под якорь и испарится, вымоется тот мыльный раствор, с помощью которого мы эти шипы устанавливали. Скоро поставим эти колесики на полноприводный автомобиль. Я надеюсь, что этот автомобиль до весны будет еще в поле моего зрения. Кому понравилось, поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить весенний отчет о работе этих шин. Всем пока!